Пожалуй, логично будет начать наш рассказ с первой встречи. Это был студенческий музыкальный квартирник. Я выступала с Мишей Сыромятниковым, с которым познакомилась у уличного пианино за 3 месяца до квартирника. Я запомнил их выступление. Аня была в красной кофте и вначале заметно волновалась. Я же был в большой команде, из которой до единственной репетиции я знал только солиста Азара. С ним мы познакомились на прослушивании к другому концерту, совершенно случайно. Он опоздал на свое прослушивание на 1,5 часа. Я тоже запомнила их выступление и гитариста в частности, потому что он довольно хорошо играл. 17 декабря был еще один похожий квартирник. Там Аня играла на виолончели, и поэтому Азар позвал ее к нам на репетиции, которые, к слову, происходили примерно раз в год. Такая частота была связана с тем, что у нас не было постоянной реп-точки. Вот, например, фото с репетиции из коридора общежития на кораблестроителей. Также Аня во время учебы в магистратуре уезжала на полгода в Рим. Это не способствовало регулярности репетиций в Санкт-Петербурге, но за время учебы в Риме я укрепила дружественные связи с Сашей и Аминой, которые дальше будут важны в нашей истории. В итоге втроем мы ни разу так нигде и не выступали. А Азар в какой-то момент уехал домой в Хакасию. Мы договорились собраться у меня в общаге в Петергофе. Я попросил Аню взять паспорт, чтобы ей можно было оформить разовый пропуск, но по какой-то причине сделать это не удалось. Это был обман года, и причина была известна. Мишка неисправимый авантюрист. Предложил мне залазить через окно или идти по мужскому пропуску через турникет, глядя в лицо бедной консьержки. Зато мы хорошо порепетировали, и в конце нашей встречи я сварил нам лежавшие в морозилке пельмени. Я впервые в жизни попробовала пельмени с маслом. Было странно, но довольно вкусно. Летом Аня поздравила меня с днем рождения и, пользуясь случаем, отправила ссылку на свой Twitch-канал, который завела не так давно. Let's start. Там я в онлайн-режиме периодически играла в разные игры, но до Твича я этим промышляла всю свою жизнь. В тот момент Аня играла в Hollow Knight. Я периодически заглядывал, и мне нравились те стримы. Главное — это выдержка. Потом я захотела сделать музыкальный стрим, и для этого позвала Мишу, чтобы он красиво дополнял на гитаре песни, которые я пела. На этот раз Аня пригласила меня к себе. Я приехал из Петергофа к обеду. Мы очень хорошо поиграли, я была довольна, и иногда я даже переслушиваю эту запись. Я был доволен частично, потому что, если честно, умирал с голоду. Как-то ничего съестного в гостях мне не предложили. Потом я захотела попеть вместе с моей подругой Аминой, и чтобы Миша красиво подыгрывал на гитаре всякие соло-штуки, как он умеет. Тут в истории появляются Амина и Саша, с которыми Аня хорошо сдружилась во время учебы в Риме. Удалось решить проблему с местом для музыкальных посиделок. Саша предложила собраться поиграть у нее. На предупреждение, что с нами еще будет юноша с гитарой, Саша отреагировала дружелюбно. Вскоре после первых совместных музыкальных встреч у Саши был день рождения, и она позвала на него всех своих старых друзей и меня, молодого. Таким образом, в один день Миша познакомился с нашей компанией и стал гораздо чаще видеться с нами и участвовать в разных активностях. Перед Новым годом мы с Аней собрались у Саши и спонтанно устроили музыкальный стрим, который запомнился уже мне. В конце вечера я почему-то решила продемонстрировать свои неординарные способности. Аня сказала, что умеет выть как хаски, и с гордостью это продемонстрировала. Ходят слухи, что Миша в этот момент в меня влюбился. Аню же в основном интересовала музыкальная часть нашего общения. Дружба наша была полна как веселых и радостных моментов, так и мелких ссор и споров. Один раз я даже сильно обиделась, когда в настольной игре Миша специально завалил меня просто из принципа, что я до этого ему испортила ход. При этом победить это ему никак не помогло. Снова наступил декабрь с днем рождения Саши и новогодним музыкальным стримом.
Мишка был по-прежнему очарован воем хаски, а мне все было нормально. В начале 22 года я стал меньше общаться с Аней, я много времени посвятил работе и в мае ездил на конференцию в Стамбул. Аня возобновила общение, написав мне что-то в ответ на историю из Стамбула. В то же время откуда-то снова появился Азар и собрал нас троих у Миши в квартире на репетицию. Хоть втроем мы снова нигде не выступили, с Аней и компанией мы вновь стали активно общаться, и музыка даже немного отошла на второй план. Мы катались на велосипедах, играли в теннис, настолки, отмечали дни рождения, выходили на парусной яхте. Для многих эти выходы под парусом были первыми в жизни, в том числе и для меня. Наше общение наладилось и шло очень хорошо, но, к сожалению, 22 год продолжал приносить сюрпризы. Когда Миша уехал надолго, он продолжал поддерживать связь, и мы регулярно созванивались. И оказалось, что мы можем вполне дружелюбно вести беседу тет-а-тет, делиться радостями и переживаниями. В ноябре я ездил во Францию на конференцию, и мне на пару дней удалось вырваться в Гренобль, где Аня училась полгода во время бакалавриата. Я очень полюбила Гренобль. Это невероятно красивый город, находящийся в горах. Там я обрела много друзей и, конечно, знаний тоже. Одним из таких друзей был Бенуа, с которым Аня договорилась о том, что тот примет меня в Гренобле. Я прекрасно провел там время, и мы с Бенуа стали хорошими друзьями, договорившись о том, что он приедет в Санкт-Петербург этим летом. Пока-пока. Бенуа действительно приехал, и режим жизни перешел в формат гида-аниматора. Я потерял. Многозадачность пробила потолок, и здесь Мишина активность и собранность помогли создать несколько ярких впечатлений для всей нашей группы друзей. Мы играли в теннис, выходили на парусной яхте, гуляли по Питеру, по Канонерскому острову, ездили в Выборг, на Ласковый пляж, на кемпинг. И эта поездка на природу с палатками стала моей точкой невозврата. Миша сегодня тащит обед. Я почувствовала, что Мишка очень хороший парень, и, оказывается, рядом с ним мне может быть очень комфортно и весело. Да ты... А я в центр города еду. Да мы с вами. День идет отлично. На данный момент мы раскручиваемся.